Всем привет! Об этой штуке не так много информации в интернете. Давайте это исправим. Итак, эта штука – это прежде всего универсальная аккумуляторная система пылеудаления для вашего инструмента. Именно универсальная, то есть она подходит не только к DeWalt, а может подойти к вашему Bosch, Makita или даже Milwaukee. Функция пылесоса также предполагается, но я считаю, она скорее будет номинальной, чем полноценной. Это мы сегодня и проверим. Мы попробуем его с инструментом и попробуем отдельно как пылесос. Давайте посмотрим комплект, и здесь он вроде бы как неплохой. Прежде всего это, собственно, плечевой ремень, который у вас висит на плече с пылесосом. Бумажки, гарантия 3 года. Щелевая насадка, то есть все-таки как пылесос он предполагается. Хороший шланг. Далее у нас идет сам пылесос. Он достаточно компактный и легкий, посмотрите. HEPA-фильтр за прозрачным пластиковым вот таким боксом, как они его называют в инструкции. Отстегивается просто, обслуживается также. Отстегнули, открыли, вытряхнули. Никакой воды там под давлением, ничего желательно не делать. То есть вытряхиваем вот таким образом, выбиваем. Закрыли, вставили обратно. После этого выжали вот эту клавишу очистки фильтра и 5 секунд, чтобы пылесос проработал. После этого он снова готов к работе. Далее смотрим по корпусу. Это не резина, а пластик. Было бы неплохо, возможно, чтобы это была резина, но, видимо, этого не нужно. Пластик будет износоустойчивым. Далее, здесь место под тег, который не используется в нашем регионе, который расширяет немножко функционал этого пылесоса, указывает его местоположение и так далее, в связке со смартфоном. Но у нас этого все равно нет. Модуль Tool Control, который позволяет активировать пылесос даже без провода при работе с инструментом, который это поддерживает. Это я покажу чуть позже. Кнопка включения, ну, соответственно, несколько режимов. То есть работа через Tool Connect и просто включение. Место под аккумулятор. Здесь петелька вот еще есть. Это все для крепления на ремень. Дальше у нас идет еще вот такая скоба в комплекте. Вот таким образом может быть установлен крюк, если вам неудобно использовать ремень. Но ремень используется вот здесь, креплением к этим ушкам, либо вот таким образом, как вам удобно. То есть вот за вот эти части, либо вот так. Это тоже покажу чуть позже. И ремешок в целом тоже неплохой, с 2 карабинчиками. Вот так пылесос выглядит на ремне. Как мне кажется, именно такое его положение более оптимальное, потому что шланг уходит не вверх, мешаясь где-то вам здесь, а в сторону. То есть в данном случае назад. Вот так это выглядит. Шланг достаточно длинный, металлизированный, очень хорошо тянется. То есть для работы его хватит однозначно. Использовать пылесос, конечно, рекомендую с большими аккумами. Например, от 5 ампер и выше, потому что, как правило, пылесосы прожорливы. Кстати, он брашлес, бесщеточный. Это значит, что будет достаточно экономичным. Итак, что мы попытаемся заменить? Вот такой вот сет. 263 перфоратор плюс пылесос, который здесь прищелкивается к самому перфу, и получается вот такая конструкция, которую не просто держать на вытянутой руке, потому что он получается, ну, увесистым достаточно. Мы будем использовать более мелкий перфоратор и с нашей вот этой системой. Посмотрим, как это все будет работать и выглядеть. Да, у меня есть такой комплект для пылеудаления перфораторов от DeWalt, но у вас может быть любой ваш. Я не сказал, что в комплекте идет вот такая штука еще, переходник под разные шланги, под разные диаметры. Скорее всего, эта штука будет работать и с вашей системой для пылеудаления. В комплекте с этим адаптером для пылеудаления идет вот такое кольцо, которое увеличивает диаметр посадочного. Ручка, зажали все это дело, центрировать желательно. И в итоге получаем вот такую конструкцию. Остается только добавить шланг, и получается вот такой сет. Здесь уже все легче и компактнее. 172 перфоратор, адаптер для пылеудаления и пылесос. Автоматически не включается. Увы, придется нажимать кнопочку. Тяга, в принципе, есть. Ну и чтоб нам посверлить. Вообще удобно получилось. Легонько. Перфоратор компактный. Вес пылесоса не в руках, а на плече. Интересное решение.
На сверление шестеркой этого пылесоса хватает точно. Не остается вообще ничего. Да, не пылинки. В целом отлично. Единственное, что бы хотелось, это автоматической активации пылесоса. Он виднеется. Не знаю, видно ли на камере, но вот то, что он у нас насосал. В целом было удобно. Наверное, удобнее, чем большим пылесосом. Итак, чтобы соединить, например, перфоратор с Tool Connect пылесосом, мы делаем следующее. Включаем его в режим Tool Connect, вот здесь. Зажимаем здесь кнопку Tool Connect на самом пылесосе и держим ее. И в это же время нажимаем на пуск у перфоратора. Все. Кнопочка вот эта, точнее лампочка загорелась и горит зеленым. Значит, мы их соединили. Теперь при пуске перфоратора, вот я его запускаю, запускается пылесос. И выключается не сразу, чтобы остаток грязи, продуктов бурения высосать. Так это работает, удобно и просто. Точно так же это будет работать и с бороздоделом от DeWalt аккумуляторным. Здесь есть этот же символ. Зажимаем Tool Connect на пылесосе. Он начинает мигать. Стартуем штроборез. Все, связь установлена. Проверяем. Пылесос работает. У DeWalt есть FlexFold пылесосы большие такие, 54 вольта которые. У них в комплекте идет кнопка беспроводная, которую можно на руку надеть. Если вам неудобно тут включать, можно тут активировать. О том, что эта кнопка соединяется с этим пылесосом, нам напомнил наш подписчик. Спасибо. Ну и для того, чтобы проверить систему пылеудаления как пылесос, сначала нужно намусорить. Для этого будем использовать новую пилу 18 вольт от DeWalt сабельную, 382 модель, с FlexFold аккумулятором, потому что вторую мы будем использовать FlexFold Advantage и посмотрим разницу. Поясню еще раз, почему мы будем использовать на аккумуляторной пиле 18 вольт FlexFold аккумулятор. Потому что я хочу сравнить его с FlexFold Advantage, у которого 18 вольт тоже, у которой 18 вольт, но при работе от аккумулятора FlexFold она якобы показывает значительно большую мощность. Ну, это мы и сравним. Разница более чем ощутима. Да, побыстрее будет. Она, конечно, тяжелая, но... Тяжелее, больше вибрации. В целом, чтобы раскрыть эту мощность, требуется FlexVolt аккумулятор. Но она значительно быстрее. Посмотрите, вот 18-вольтовый обычный, учитывая, что это новая модель, я все еще пилю. А теперь проверим нашего малыша как пылесос. Что тут сказать? Всасывает вроде бы нормально. Но нужно понимать, что шланг, как и насадка, тонкая, объем, соответственно, маленький. Он-то всасывает, но все это получается достаточно медленно, чтобы использовать его как полноценный пылесос. Силу всасывания можно оценить примерно вот так, хотя опять же хитрость в том, что площадь насадки достаточно маленькая, и вот отсюда, собственно, мы имеем достаточную мощность. Вот что тут у нас получилось. Как понимаете, много мы им наубирать не сможем. Для уборки, конечно, что-нибудь помощнее нужно использовать. Пойдем посмотрим, как он справится с уборкой машины. Можно поковыряться. Камешки поднимает, песок тоже. Производительность как для полноценного пылесоса не очень, но в целом норм. В целом и в качестве вывода я могу сказать, что передо мной вещь, которую я также недооценил у DeWalt. Мое отношение к нему было как совсем какой-то игрушки. На самом деле, если тебе нужно посверлить шестеркой, там, восьмеркой, вместо того, чтобы заводить большой пылесос, маленький, удобно, взял и вполне он с этим справляется. Легкая какая-то уборка, ну тоже, уборка как бы на втором месте, но как система пылеудаления это крутая штука. Да, первое впечатление о продуктах лучше всегда перепроверять.
Эта система пылеудаления DeWalt DWH-161N вполне справится с заявленными задачами и сможет даже немного больше. Попытается заменить мелкий пылесос. Рекомендую.